Начало января 2026 года ознаменовалось событием, которое заставило многих наблюдателей в индустрии развлечений и мировом бизнесе на мгновение остановиться. Не из-за громких заголовков или драматических пресс-конференций, а из-за чего-то гораздо более тревожного в своей простоте. На все более переполненном и конкурентном рынке КПОП-рынке, наполненном агрессивными рекламными стратегиями, постоянным вниманием СМИ и неустанным брендингом, одно имя снова произвело фурор, не повышая голоса. Этим именем был Ким Тэхён. Более известный во всем мире как V из BTS, Тэхён завершил 2025 год тихим, сдержанным, но в то же время невероятно эффективным шагом. Не было ни обратного отсчета, ни тизерных шквалов, ни сложных медиакампаний. Вместо этого был один релиз. Спокойный, минималистичный, почти сдержанный. И все же это изменило все. Продукт под названием Type, или, как быстро стали называть его фанаты, в Type, появился без масштабной рекламной кампании. Не было долгих пресс-конференций. Никаких интервью подряд. Никаких навязчивых попыток доминировать в новостном цикле. На первый взгляд, все выглядело слишком просто для того масштаба внимания, которое это вскоре привлечет. Но уже через несколько часов после открытия предзаказов в американском магазине Уиверс появилась фраза, которая с тех пор стала символом рыночной власти Тэхёна. Распродано. Не постепенно. Не после нескольких дней продвижения. А почти мгновенно. Настолько быстро, что бесчисленное количество покупателей сообщали о невозможности завершить оплату до того, как товар исчез из продажи. Экраны зависали. Корзины опустошались сами собой. И возможность исчезла. Что последовало за этим, произошло мгновенно. Этот феномен стал горячей темой на всех платформах, от лент социальных сетей до форумов креативной индустрии, от фан-сообщества до обсуждений бизнес-анализа. Для наблюдателей рынка это была не просто очередная история о хорошо продаваемом товаре знаменитости. Это было нечто гораздо более значимое. Это был сигнал. Сигнал о том, что Тэхён вышел за рамки традиционного определения айдола. Это был сигнал о том, что он теперь представляет собой мощную бизнес-силу с необычайным импульсом, способную мобилизовать мировые рынки без шума, спешки или зрелищ. И что сделало этот момент еще более убедительным, так это время. 2025 год закончился на фоне очевидных глобальных экономических проблем. Поведение потребителей изменилось. Усталость рынка от товаров, созданных знаменитостями, была реальной. Аудитория стала все более скептически относиться к товарам, которые казались повторяющимися, взаимозаменяемыми и оторванными от подлинного творческого замысла. И все же Type стал явной аномалией. Это не было просто товаром. Это не продавалось как аксессуар или новинка. Вместо этого это было представлено тихо, но уверенно, как отражение идентичности. Минималистичный. Эксклюзивный. Изысканный. Эти концепции составляли его основу. И они идеально сочетались с давно сложившимся художественным образом Тэхёна, образом, созданным не за одну ночь, а годами последовательных творческих решений. Аналитики позже назвали Type одним из самых художественных продуктов, связанных с K-pop, выпущенных за последние несколько лет. С точки зрения бизнеса, успех Type выявил нечто крайне редкое среди публичных личностей. Доверие рынка. Не прибегая к скандалам, шокирующим эффектам или вирусным уловкам, Тэхён продемонстрировал, что тщательно выстроенная репутация может принести реальный, измеримый экономический эффект. Аналитические платформы зафиксировали резкий рост поисковых запросов, связанных с Тэхёном, продуктом Type и моделями прогнозируемой прибыли. В короткие сроки эти темы стали доминировать в поисковых трендах не только в Южной Корее, но и в США, Японии и ряде европейских стран. Еще более примечательным было то, где именно появлялись эти запросы. Они не ограничивались категориями развлечений. Вместо этого они появлялись в категориях моды, предметов роскоши, дизайна и коллекционирования. Этот сдвиг был решающим. Он сигнализировал о перепозиционировании от товаров айдолов к стилю жизни и премиальным продуктам.
Американский магазин Weavers также быстро оказался в центре внимания. Бренд Type был зафиксирован как один из самых продаваемых товаров по предзаказу в категории DVD и сольных альбомов BTS. Платформа пережила внезапный всплеск пользовательского трафика, что привело к временному замедлению доступа, классический индикатор того, что продукт активно востребован на рынке. Сопутствующие товары последовали этому примеру. После того, как распространилась новость о распродаже, продажи постеров, эксклюзивных наборов и сопутствующих товаров заметно выросли. То, что начиналось как единичный релиз, вскоре мобилизовало целую бизнес-экосистему. Для платформы это стало редкой демонстрацией того, как один тщательно позиционированный продукт может влиять на несколько каналов продаж одновременно. Однако, пожалуй, самым удивительным моментом был не объем продаж, а профиль покупателей. Данные показали, что покупки совершали не только ARMY. В очередь встали коллекционеры визуального искусства. Интерес проявили любители моды. К ним присоединились и обычные потребители, привлеченные не фанатством, а дизайном и эксклюзивностью. Этот бренд. Это привело к значительному расширению рыночного охвата Тэхёна. Он больше не зависел исключительно от своей фан-базы. Он успешно проник на рынок товаров для жизни и коллекционных предметов премиум-класса, достижение, которое с точки зрения бизнеса является редким и чрезвычайно сложным для повторения. Международные СМИ быстро признали значимость этого события. Многие издания описывали феномен TYPE как классический пример силы личного бренда в современную эпоху. Тэхёна хвалили за сочетание искусства, имиджа и стратегии без ущерба для аутентичности. Не было ощущения погони за трендами или максимизации количества. Вместо этого сама сдержанность стала ценностью. Некоторые аналитики пошли дальше, назвав это элегантной стратегией монетизации личного бренда, стратегией, которая преподала важный урок мировой индустрии развлечений. Естественно, последовали спекуляции относительно доходов. С учетом премиальных цен и высокого спроса, многие оценки указывали на ошеломляющие доходы Тэхёна от проекта. Официальные данные так и не были обнародованы. Но для ясности подтверждения не требовалось. Тэхён вышел на новый уровень. Он перестал быть просто лицом рекламной кампании или амбассадором бренда. Он стал визионером, способным влиять на рынки одним лишь художественным решением. Социальные сети почти мгновенно отразили этот сдвиг. Похвалы сыпались со всех уголков мира. Фанаты описывали его как айдола с отчетливо роскошным художественным вкусом. Другие сравнивали Type с лимитированными выпусками от элитных европейских домов моды. И все же различие оставалось очевидным. Это был не продукт, поддерживаемый люксовым брендом с многолетней историей. Он был создан одним именем, одной идентичностью, одной репутацией. Этот факт сделал достижение еще более выдающимся. Эффект распространился не только на самого Тэхёна. Общий имидж BTS также выиграл. Его успех укрепил идею о том, что каждый участник обладает индивидуальной силой, способной блистать на мировой сцене. Для индустрии это еще больше укрепило позиции BTS не только как музыкальной группы, но и как коллектива личностей, обладающих огромной экономической и культурной ценностью. Наблюдатели все чаще называли Тэхёна эталоном для сольных исполнителей, не только за внешность или вокал, но и за его способность превращать творческую работу в ощутимые активы. Цифровой мир отреагировал соответствующим образом. На YouTube, TikTok и X продолжал появляться контент, связанный с распродажей альбома Type. Каждый новый пост вновь разжигал дискуссию, повышал интерес к поисковым запросам и расширил охват повествования. Для медиа-аналитиков это был редкий случай органического вирусного распространения, рожденного из достижений, а не из скандала. Некоторые даже придумали термин «эффект Тэхёна». Это выражение используется для описания ситуаций, когда один эксклюзивный релиз мгновенно мобилизует рынки, СМИ и общественное внимание. Сами покупатели признавали нечто более глубокое. Многие заявляли, что покупают не просто продукт. Они покупают ценности, сдержанность, зрелость,
Развивающееся художественное видение. На вторичном рынке ожидания быстро изменились. Коллекционеры предсказывали рост цен. Тип личности перестал восприниматься как сувенир, а стал рассматриваться как потенциальный актив. С точки зрения бизнеса, это подтвердило успешность позиционирования. Тэхён не стремился к массовому производству. Он создал здоровый дефицит, стратегию, давно используемую мировыми люксовыми брендами. Для давних поклонников этот момент имел эмоциональную значимость. Они стали свидетелями его пути от стажера до глобального влияния. Этот аншлаг символизировал годы преданности, терпения и последовательности. Это была неудача. Это был результат накопления. И, пожалуй, самым поразительным был контраст с индустрией в целом. В то время, когда K-pop казался более переполненным и конкурентным, чем когда-либо, артисты спешили с релизами, коллаборациями и производными продуктами, Тэхён выбрал другой путь. Спокойный. Взвешенный. Точный. Один продукт. Один шаг. Огромное влияние. С началом января 2026 года многие аналитики индустрии развлечений признают, что были застигнуты врасплох. В конце 2025 года Тэхён незаметно дал понять, что его влияние вышло на новый уровень. Теперь рынок готовится. ARMY готовится. Если один единственный релиз, без масштабной рекламной кампании, смог потрясти мировой рынок, то вопрос остается открытым. Что будет дальше? Одно можно сказать наверняка. V из BTS больше не обсуждается исключительно как айдол или артист. Теперь он признан влиятельной фигурой в деловом мире, культурной иконой, способной превращать художественные решения в рыночные движения. Завершение 2025 года не было концом. Это был сигнал. И в начале 2026 года все взгляды прикованы к одному имени, в ожидании следующего шуга, который может снова войти в историю.